Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с врачом Хосе. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Хосе, а расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Сальвадоре? Каким ты врачом являешься? Я когда кончил медицинский институт, поехал в Никарагуа, из Никарагуа сюда. Медицинский институт где закончили? Я закончил медицинский институт из Львова. Медицинский институт В Украине, во Львове. Украины, во Львове, да. Это в каком году? Это мы закончили в 82 года. В 82 году. Практику там еще проходили в Украине? Или закончили и уехали сразу? Закончили и уехал в Москве. Там была война в Сальвадоре. А практика была у вас там? Практика здесь практика. Здесь? Да. То есть вы приехали сюда на практику, на войну? На войну, да. А война здесь в каком году была? Это было 83 года. Долго длилось? 3 года. 3 года? 3 года. И вы кем работали? Медиком? Медиком, да. То есть все время медиком. Помогали раненым? Да, помогали раненым и людей, которые жили на месте, где были войны. А с чем? Не военные люди. А причина войны с чем связана? Причина войны. Это очень много рассказов об этом. Ну, если коротко, то есть это получается оппозиция против правительства, да, была? То есть партизаны против правительства. Да, я был вместе партизанским против государства на этом времени, которое была эта война Гражданская война? Гражданская война, да. Больше как гражданская война. И 3 года я был и приехал опять сюда, когда закончилась война. Когда партизанские и казахские людей закончились и начал работать уже в больнице. Да, я начал сюда работать в больницу. А здесь только 1 год работал в больнице, потом поменять о cambiar, como es que поменять работу в другой больнице. Да. А каким врачом работали? Общий врач. Общий врач. Общий врач. Вы оказывали медицинскую помощь и взрослым, и детям, да? Угу. Детям тоже помощь оказывали? Дети, да? Тоже. Маленьким детям от 0 1 год. Да, там не только детей, старших людей тоже. Я тоже cesárea, аппендикс. Sí. На это я делал. Общий врач осматривали все. Да.
Ну, операции же вы не Операции, делали. да. Вы операции, делали да. операции? Да, да, я. А где делали? В больнице или... Больница, да. А на войне тоже оперировали. Делали операции с другими врачами. Ну, вы же не хирург. Хирург, да? Вы хирург? Не хирург. No, работа как хирург, но диплом как хирург, у меня нет. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Как считаете, образование, которое вы получили еще в СССР, оно вам сейчас помогает в жизни? Это образование мне помогали, когда я поехал в Гватемала. А там нет больницы, нет места, especialmente место con клиника. Allá там оперировали, allá поставили анестезия, сюда, или очи, и оперировали. Хорошее образование получили, как считаете? Ну, то есть квалификация, она выше, чем в Сальвадоре, если бы остались? Когда я работал первый раз, en Nicaragua я жил и работал 5 лет, а там тоже я образование было тоже на операции. А в Никарагуа вы по направлению? Когда я уехал из войны, опять еще раз начинать образование, работать. И на эта эксперiencia я опять приехал сюда и я была на больнице недалеко. Роды? Рода, да, конечно. Ну, вы принимали роды, делали операции. Операции, да. Это все происходило в военное время, правильно? Это военное время происходило? No, нет, это не военное время. А военное время, там оперировали, когда, например, бала и Ранение. Ранение, да. Тогда с другими врачами открыли. Некоторые хорошо закончили, а другими погибали. Да. Как считаете, вот городская... Тоже серручо, ¿no? Как она рубит серручо, например... Ампутировали ногу? Ага, Вы сейчас работаете в городской клинике или частной клинике? Не работаю сейчас. Сейчас на пенсии? На пенсии сейчас?
Нет. Не на пенсии из-за того, что не время Не пришло? не пришел, да. Но сейчас вы работаете? Ni siquiera ni работаю. А мне дали деньги, которые я... Компенсация? Да, вообще, которое время я работаю, мне дали обратно. На этом я проживаю. Пенсия со скольки лет? Пенсия? Да, во сколько лет на пенсию уходит в Сальвадоре? 30 лет. В 30? 30 лет, да. На пенсию в 30 лет? 30 лет, да. Все или только врачи? Así, Как в 30 лет на пенсию? sí, да. Это много o не много, 30 лет, да? да. Обычно на 60-70 на пенсию. Да. Sí, даже мне сказали, если вы как врач 25 лет работали здесь, на пенсию, но не получилось, тогда мне дали обратно деньги, которые на это я про... Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Насколько клиника, где вы работали, уже государственной работе для клиники? На клинике. Да. В клинике работали государственная была? Да. Насколько она обеспечена материалами, медицинским оборудованием? Все есть? Каждый врач пойдет вот стетоскопию, su aparato para medir la presión, o sea, presión на этом. А клиники, а в государственной клинике дают мебли, ну, стол, как это называется? Стул. Шкаф. Y medicinas que traen для pacientes. Кушетка. Это металлическая работа, это не. А теперь, если раненый суперficiальный легкий, быстро лечил. Частная медицина, насколько здесь сильно развита? Говоря ясно, коммерциальная медицина, некоторые дают, очень мало врач и больше, а другие врачи не получают, нету. И очень трудно. Мало врачей? Есть очень мало врачей, которые не найдут работу. Есть квалифицированный врач, хороший хирург, Да. но не имеют работу на это. А вы еще работали в тюрьме, да? Когда последний год это Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia, да? Министерство юстиции. Ага. В новой тюрьме тоже работали большой? Работали 7 лет. Мне 7 лет. Да. Как опасно в тюрьме работать врачом? Не держу. Опасно было? Опасно было, да, опасно было. Не хотели убить? Нет, опасно не на этом. Опасно у них брат, тетя и другими, которые проживают, que проживают в Сантана. Сантана, знаю на меня. На этом это опасно. Сколько зарплата врача вообще? $1100. 1100. А пенсия большая? $9. $10. 29? 29 тысяч $. Это на год? Недавно
на год назад. Да. Как считаете, тяжело устроиться здесь врачом на работу иностранцу? Иностранцы не знаю. Мне дали потом на эти деньги, я работал здесь. Вот из-за того, что я работал в Гватемала и Никарагуа, поэтому я не получил 30 лет на пенсию. Ну, у вас иностранцы, врачи работают? Здесь не знаю, но может быть работают. Может быть, окей. А нас же приехали сюда немецкая врача немецкая. Тут 2 года работали, обратно в Германию. Не понравилось? Не понравилось. Опасно было, что ли? Может быть опасно, и может быть потому, что у нее дети и заработная плата очень мало. По поводу самих больниц. Много здесь больниц в Сальвадоре? Все время была проблема на этом. Для людей, больницы, клиники место для помощи людей. Всегда была проблема. Медицинский вертолет здесь есть? Медицинский вертолет есть в Сальвадоре? Недавно начинали на этом, а после войны не было на этом. Иностранному туристу мне медицинскую помощь окажут? Да. Бесплатно? Бесплатно и не бесплатно могут. И бесплатно, и не бесплатно. А как сделать так, чтобы было бесплатно? Может быть, например, далеко от Сан-Сальвадор. Может быть, бесплатно, потому что это на этом найдется клиник. А плана здесь, в Сан-Сальвадоре, потому что иностранцы, которые приезжают даже salvadorских людей, могут платить. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.